Полюбуйтесь, какой чудесный натюрморт у меня на столе. Практически такой же, как на фотографии в моей новой книге «Счастье кулинара». Вы знаете, о чем говорится на этой странице? Это статья о консервировании помидоров и огурцов. Все расписано очень подробно, и все сопровождается фотографиями, в которые я вложил много сил. Но сегодня я хотел бы показать вам, как это делать наяву, то есть на видео. Книгу можно купить по ссылке вот здесь, в левом углу экрана. Либо, если вы не видите ссылку здесь, то найдете ее в описании к ролику. Ну что, начнем? Как стерилизовать банки, я рассказывал в прошлый раз, когда показывал, как консервировать вишню. Ну а теперь мы консервируем помидоры и огурцы, поэтому без листика хрена не обойтись. Уверен, многие знают, как хорошо работают листья смородины в консервах и любят положить по несколько листиков на каждую баночку. Вот укропа понадобится два вида, как свежий молодой, так и дошедший до цветения. Укроп с соцветиями отлично работает даже в сушеном виде. По несколько веточек свежего укропа прямо с черенками. А черенки тоже имеют отличный запах. Помимо пряных листьев и веточек укропа, нам понадобится еще чеснок и болгарский перец. По одной штучке на каждую баночку. Но лучше их разрезать пополам. Если кто любит острое, то можно положить и целые острые стручки перца, только непременно целыми, чтобы он не выпустил всю остроту сразу. Потом, когда будешь есть, отрезал сколько надо и съел. Закладываем помидоры. Как видно, помидоры мы выбрали не крупные. Можно законсервировать, конечно, и крупные, но вот такие очень удобные за столом. Взял один, и как раз столько, сколько надо. Резать не приходится. Некоторые по привычке ищут помидоры с тонкой кожицей. Такие помидоры хорошо сразу поесть. А для консервов лучше брать толстокожие. Вот сливки сорт очень хороший, но, к сожалению, они еще не поспели. Поэтому выбрали вот такие. Мы уверены, они отлично перенесут консервацию. И еще раз добавим чеснок и по ломтику болгарского перца. Чесночок. Между прочим, если помидоры достаточно просто помыть перед консервированием, то с огурцами дело особое. Их надо загодя, за ночь, замочить в тазике, в обычной воде, можно даже не кипяченой. И на утро вы увидите, что огурцы покрыты как бы слизью. Вот эту слизь надо аккуратно смыть с огурцов. И только после этого огурцы становятся пригодными для консервирования. Чтобы банка с консервированными огурцами не преподнесла вам однажды сюрприз. Такой, знаете, бывает, бух, взорвалась, ура! Как видно, и огурчики мы выбирали поменьше. Не нужны слишком крупные. И еще немного чеснока. Теперь понадобится довольно много кипятка. Заливаем кипятком и помидоры, и огурцы.
банки накрываем прокипяченными крышками. И пусть постоят, чтобы вода немного остыла. А говоря точнее, чтобы температура внутри огурцов и помидоров поднялась до температуры окружающей воды, чтобы уравнялась. Ну, минут 10-15, может быть, 20 вполне достаточно. Перерыв. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Когда консервируете 15, 20, 30 банок, то все происходит быстрее. Первую залили, пока до последней дошли, это первая уже и остыла. Ну а если банок немного, то приходится, конечно, подождать. Но можно ведь заняться пока каким-то другим делом. Вы знаете, а ведь уже пахнет очень вкусно. Уже пахнет каким-то зимним праздником. Да-да, наш праздничный стол без консервированных помидоров, огурцов, вишни, квашеной капусты не обходится. И, знаете, гости, когда уходят, первым делом просят: не дадите ли баночку с собой? Очень уж понравились. Огурцы мы заливаем кипятком и сливаем воду 2 раза. И только на 3-й раз мы закладываем в них соль, сахар, доливаем немного уксуса и специи. А помидоры достаточно залить и слить воду только 1 раз. И на 2-й раз уже закладываем все необходимое.
В первую очередь закладываем специи, чтобы они успели куда-то туда подальше, пониже уйти, выехать. Лавровый листик. Одного, я думаю, вполне достаточно. Гвоздика. 3 от силы 4 бутончика. Лишнее будет, много не надо. Душистый горошек. Я думаю, с чайную ложку, зато полную. Черный перец с горошком. Целая столовая ложка. 1 столовая ложка сахара. 1 столовая ложка с горкой соли. Поверьте, эти пропорции выверены десятилетиями. Так наши родители готовили, так мы уже 4-й десяток лет готовим сами, самостоятельно. Поэтому доверьтесь, все будет хорошо. Заливаем кипятком. И только теперь уксусная эссенция. Мы берем именно эссенцию и берем ровно 1 чайную ложку. Если вы захотите заменить уксусную эссенцию на какой-то другой уксус, по непонятным лично мне причинам, потому что вот здесь все будет хорошо, можете это сделать, только самостоятельно рассчитайте количество требуемого уксуса, исходя из процентного содержания. Эссенция есть эссенция. Здесь мне все понятно. 1 чайная ложка. Некоторые консервы, особенно покупные, грешат количеством уксуса. Чрезмерное количество уксуса. Я такое есть не могу. А вот 1 чайной ложки, которая компенсируется с целой столовой ложкой сахара, как раз достаточно. Берем ключ для консервных крышек, плотно прижимаем и закручиваем. Проверить бы, как оно закрутилось, не протекает ли где крышка. Так, все в порядке, пузырьки воздуха не поднимаются. Несколько раз переворачиваем банку из стороны в сторону для того, чтобы равномерно распределился и уксус, и соль, и сахар. И ставим вверх ногами, крышкой вниз. И непременно сразу же необходимо укрыть теплыми одеялами. Можно даже 2 или 3. Чем медленнее будут остывать банки, тем надежнее результат. Мы обычно консервируем сразу по 20-30 банок в день. И все банки стоят грудой на одном столе, укрыты одеялами. И даже спустя сутки либо 2 их раскрываешь, а внутри они еще горячие. Это очень хорошо. Это очень правильно. В этом секрет надежности наших консервов. Кстати, понятен ли вам смысл замачивания на 10-12 часов огурцов? Дело в том, что внутри огурцов иногда бывают полости. И эти полости заполнены воздухом. Чем больше воздуха внутри консервной банки, тем больше вероятности развития каких-то нехороших для нас с вами процессов. А замоченные огурцы из себя весь воздух выпустят, напьются воды. И кроме того, та слизь, которая покрывает за ночь огурцы, это не что иное, как бактерии, которые развились на огурцах в целые колонии. Когда мы их смываем и чувствуем, что все, огурцы абсолютно не скользкие, а вот скрипят аж под пальцем, это означает, что мы смыли все бактерии. Хотя они и сейчас довольно неплохо гибнут под воздействием кипятка. Самая главная наша задача при консервировании – это убить все бактерии на поверхности плодов и создать для них невыносимые условия для жизни, чтобы они там не плодились и не размножались ни в коем случае. Остыли. Рука терпит. Значит, можно продолжать.
закладываем все те же самые специи, что только что закладывали в помидоры. Листик лаврушки, маленький, давайте возьмем 2. Гвоздика, не больше 4 штук. Чайная ложка душистого горошка и столовая ложка черного перца. 1 ложка сахара. А вот соли для огурцов необходимо взять в 2 раза больше, чем на помидоры. На помидоры мы клали 1 ложку соли, а сюда положим 2 ложки соли. Можно заливать кипяток. Воды почти что под горлышко, лишь бы поместилась чайная ложечка уксусной эссенции. Все, банки, крышка. Проверим, хорошо ли закрутилось. Перевернем банку. Нет пузырьков воздуха. Не течет из банки. Значит, все в порядке. Посмотрите, салфетка сухая. Все, убираем под одеяло. Пусть греется и созревает. Обычно в конце каждого ролика у меня есть повод сказать вам приятного аппетита. А сегодня мне вам и показать нечего. Вот разве что покажу прошлогодние консервы, чтобы вы увидели своими глазами, чтобы у вас была возможность оценить, как превосходно они хранятся. Вот они, наши красавцы. Посмотрите, полюбуйтесь, да как будто бы их вчера законсервировали. И на вкус отличные, на вкус превосходные. Украшение любого стола, хоть повседневного, хоть праздничного. Вот пришли гости внезапно. Что у тебя есть на стол, поставь из горячих блюд. А закуски всегда найдутся. Да не абы какие, а такие, что гости с собой просят. Дорогие друзья, я желаю вам трудолюбия. Я желаю вам, чтобы дома ваши были полными чашами. Я очень хочу, чтобы мои соотечественники жили хорошо, богато, достойно. В богатстве и в достойной жизни ничего стыдного нету. Я хочу, чтобы у вас каждый день был повод сказать своей семье за накрытым столом, за богато накрытым столом: приятного аппетита! Ешьте, растите большие и не балуйтесь!